Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео для тех, кто любит поностальгировать по визуализациям из медиаплеера времен Windows XP. И сегодня мы будем создавать эффект, очень похожий на такую визуализацию. Чтобы его создать, нам понадобится пустая Fusion композиция. Давайте сделаем сразу ее немного длиннее. Мы будем создавать этот эффект процедурно, он не будет зависеть от длины композиции. Ну что ж, давайте перейдем во вкладку Fusion. Нам понадобится Shape 3D. Сразу выбираем цилиндр. Давайте выведем его в правый вьювер. Теперь нам нужно повернуть его по оси X на 90 градусов или минус 90 градусов. В целом роли не играет. И давайте сделаем его радиус поменьше. Где-то 0,7. И нам нужно увеличить его высоту. Где-то, 10 будет маловато. Давайте сделаем, пусть 30 для начала. Будет мало, мы увеличим. Теперь давайте его подвинем просто для удобства. На самом деле это не обязательно по оси Z. Вот так. Теперь нам понадобится камера 3D, нода Merge 3D. В нее сразу же можно подключить и камеру, и цилиндр. Ноду Merge 3D давайте выведем в правый вьювер. И давайте здесь включим вид от камеры для того, чтобы правильно подвинуть наш цилиндр. Выбираем камера 3D. В принципе, у нас и сейчас вид из камеры, но давайте цилиндр подвинем так, чтобы камера была у самого его края, так, чтобы цилиндр заполнял все края. Вот так, где-то. Все. Давайте выведем еще и ноду Merge 3D в правый вьювер, но с обычным видом, с перспективой. Теперь нам нужно как-то разукрасить наш цилиндр. Для этого давайте возьмем ноду Fast Noise. Можно ее, в принципе, сразу подключить. И давайте настроим Fast Noise. Увеличим Scale и давайте покрасим. Пусть один цвет будет, допустим, вот такой фиолетовый. Уберем прозрачность. А второй цвет, вот где-то такой оранжевый. И поднимем контраст, для того, чтобы цвета были более различимы. Можно еще подкрутить яркость. Вот так. Можно еще поднять Details. Тоже будет выглядеть очень прикольно. Теперь давайте сделаем так, чтобы у нас было ощущение, что мы движемся сквозь этот тоннель. Для этого нам понадобится сделать небольшую анимацию с Fast Noise. Смотрите, переходим в нулевой кадр и на параметре Center ставим ключевой кадр. Дальше переходим в пятый кадр и двигаем по оси Y в сторону увеличения, чтобы у нас было ощущение, что мы движемся вперед. Или в сторону уменьшения, если вы хотите двигаться назад. При этом, смотрите, цилиндр у нас остается на месте. Двигаются только текстуры. Итак, давайте поставим здесь 0,6 в пятом кадре. Теперь откроем Spline Editor. Здесь выберите Show Only Selected Tool, для того, чтобы здесь не было лишних нод. Выбираем Displacement, нажимаем Zoom to Fit и видим наши две ключевые точки. Выделяем их и выбираем вот эту функцию Set Relative. Она у нас устанавливает бесконечную анимацию по двум ключевым точкам. И теперь, независимо от длины композиции, мы увидим следующее. Мы движемся уже сквозь тоннель. Теперь, чтобы было чуть поинтереснее, давайте, во-первых, поднимем Setrate для того, чтобы у нас наш Fast Noise как бы бурлил и был живым. И еще давайте в Shape 3D сделаем вращение по оси Z. Если я не ошибаюсь, да, видите, у нас вот так может вращаться наш тоннель. Так будет чуть прикольнее. Опять же, в нулевом кадре ставим ключевой кадр. Переходим также в пятый кадр. И в зависимости от того, в какую сторону вы хотите получить вращение, устанавливаете ключевой кадр. Пусть будет против часовой стрелки, и я поставлю в пятом кадре 10 градусов. Можно поставить любое значение в зависимости от того, с какой скоростью вы бы хотели, чтобы у вас вращался ваш тоннель. И также выделяем
обе ключевых точки в Spline Editor и нажимаем Set Relative. Получаем то же самое. Теперь смотрите, если мы прокручиваем анимацию, у нас не только бурлит Fast Noise, но и вращается наш тоннель. Далее Spline Editor можно закрыть. Теперь давайте сделаем так, что тоннель будет не прямой, а как бы с поворотами. Для этого нам понадобится нода Bender. Я построю свой парк. Нажимаем Shift пробел, пишем Bender. Далее, перед тем, как использовать Bender, так как он будет у нас менять форму цилиндра, нам нужно увеличить число подразделений цилиндра по его высоте. Для этого давайте в Height Subdivision поставим не 1, а 50. Дальше давайте настроим Bender. Во-первых, выбираем ось Z. Смотрите, параметр Amount у нас делает именно искривление. Но, видите, в данном случае есть неподвижная точка, которая находится прямо в центре цилиндра. А нам нужно, чтобы неподвижная точка была не здесь, а возле камеры. Поэтому сдвигаем параметр центр, ну в моем случае получается в большую сторону. И теперь смотрите, если мы меняем этот параметр, наш цилиндр начинает колбасить, как эти фигурки возле заправок. Для того, чтобы здесь не извращаться с ключевыми кадрами, давайте параметр Amount и угол, который будет нас закручивать еще и вверх-вниз и по сторонам, анимируем с помощью модификатора. Нажимаем правой кнопкой по параметру Amount, Modify With и выбираем Shake. Теперь выбираем минимальное и максимальное значение. Для параметра Amount я определил, что мне нужно где-то от минус 0,5 до плюс 0,5. Вы можете поэкспериментировать и выбрать любой другой. Параметр Smoothness отвечает за плавность этой анимации. Если он будет ниже, то будет колбасить прям как при урагане. А если его повысить, мне больше всего нравится где-то в районе 20, то тогда анимация будет плавной. Посмотрите. Вот такой. Ну, давайте я покажу, что будет, если сделать ее минимальной. Видите, как будто у нас шторм. Поэтому я поставлю где-то 20. И точно так же мы анимируем параметр Angle. Здесь также плавность пусть будет 20. И минимум где-то минус 60 градусов и плюс 60 градусов. И получится у нас где-то вот так. Меня этот результат вполне устраивает. Смотрите, чтобы избавиться вот от этой черной дыры в конце, можно увеличить длину цилиндра, для того, чтобы вообще этого конца не было видно. Либо же можно просто замаскировать. Можно взять просто Image Plane и, например, тот же Fast Noise подключить в зеленый вход. И также подключить его в Merge 3D. Давайте выведем ноду Merge 3D в левый вьювер и поставим Image Plane туда, куда нам необходимо. Его нужно отодвинуть за конец тоннеля и увеличить. Где-то ставьте параметр Scale 15, я думаю, должно хватить. И если проиграть анимацию, то у нас будет примерно вот так. Теперь берем ноду Render 3D, подключаем в нее выход ноды Merge 3D. Смотрите, для кого-то может быть не очень приятным сюрпризом то, что у нас виден шов от стыка текстур. Это особенность ноды Fast Noise. Она, по-моему, не умеет генерировать бесшовные текстуры, либо я чего-то не знаю. Тут можно с ней бороться двумя способами. Есть галочка Discontinuous, но она полностью не убирает его. Может быть, будет менее заметно, но при этом один из цветов будет прям сильно преобладать. Поэтому для того, чтобы замаскировать вот этот шов, можно воспользоваться другой возможностью. В ноде Render 3D в Settings есть Motion Blur. Также Motion Blur можно включить и в ноде Fast Noise. И в движении эта штука будет заметна куда меньше. Ну а теперь выход Render 3D подключаем в Media Out, и в целом эффект готов. Но давайте его еще больше доработаем. Добавим частиц для большего ощущения движения. Для этого нам понадобится P-emitter, P-render. Подключаем P-emitter и P-render.
Давайте изменим стиль частиц на блоб. Сделаем их поменьше, гораздо меньше. Выход ноды PRender подключим в Merge 3D. Частицы у нас должны быть в режиме 3D в PRender, на это обратите внимание. Где у нас в данном случае частицы? Они у нас там же, где и камера, судя по всему. Поэтому давайте немного отодвинем по оси Z. Вот где-то так. Увеличим размер сферы. И теперь давайте сделаем так, чтобы они двигались на зрителя. Для этого параметр velocity, во-первых, мы увеличим. Причем так значительно, где-то 0,6, может даже и больше придется. И угол плюс 90. Вот так. Но сейчас частицы слишком крупные, нам столько не нужно, поэтому давайте их сделаем еще меньше. Где-то вот так. Добавим size variance, чтобы они были разными. И у нас получается вот такая анимация. Если частицы двигаются слишком медленно, можно придать им больше скорости. Где-то вот так, на единичку даже. И смотрите, у нас в самом начале частиц как будто бы нет. Они не успевают долететь. Поэтому в параметры PRender давайте сделаем Pregenerated Frames где-то, ну пусть будет 40 кадров, чтобы наверняка. И тогда у нас даже в самом начале, видите, в нулевом кадре уже частицы есть. И вот такой эффект у нас получается. Я надеюсь, эффект вам понравился. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.